Привет всем, меня зовут Орелиан, и я француз, и как вы знаете, я учу русский язык. В этом видео я хочу рассказать вам о моем пути в Санкт-Петербурге, потому что я побывал прошедшим летом 22 дней в Санкт-Петербурге и 22 дней в Москве. И если честно, это было офигенно, я влюбился в эти два города. Это была моя первая поездка в одиночку, и если честно, это было очень-очень волнительно для меня. Я летел в Санкт-Петербург из Праги только с моей русской визой и сразу из аэропорта поехал в центр города. Для того, чтобы найти жилье, я воспользовался Airbnb. Там я быстро нашел квартиру в центре города на Казанской улице. После того, как я заселился в квартиру, тут же отправился гулять по городу. И я был уверен, что все достопа... Я не могу, извините. Расположены так близко друг к другу. Ну, помню, как из Эрмитажа я мог разглядеть Исаакиевский собор. И на вершине которого я однажды увидел как-то синий собор. И я решил поехать к нему. Но я даже не знаю, как он называется. Я думаю, что в Санкт-Петербурге мне нужна карта для того, чтобы ориентироваться по городу. В любом случае, я думаю, что моими любимыми памятниками были Исаакиевский собор и Казанский собор. Также я был уверен размеры Невы. Она очень большая река. И я также хотел на вечеринку, и Думская улица, которая была очень рядом с моей квартирой. И я решил найти там. И там я встретил двух девушек, которые пили вино. И была очень смешная ситуация, потому что они думали, что я русский, и я солгал о том, что является иностранец, чтобы познакомиться с ними. И они начали говорить. И они начали говорить на русском языке очень быстро. И я был как, я ничего не понимаю. Ничего не понял. И я ничего не понял. Но да, была очень смешная ситуация. В любом случае, я узнал, что это место не было хорошим для вечеринки, но я не знаю, в любом случае было смешный опыт для меня. В любом случае, давай поговорим о еде. Да, я знаю, что все здесь любят еды. И я думаю, что я ел в каждом ресторане в центре Питера. Я ожидал, что будут очень большие порции. И на самом деле, я не знаю почему, но они оказались какими-то маленькими. Но они были очень вкусными. И я не знаю почему, но я много ел. И хотя я еще был немного голоден. Ну, я не говорил об этом, но в моей квартире была одна бабушка, и она была на даче. Один вечером она и ее сын приехали в квартире, и они решили приготовили меня борщ. Я реализовал свою мечту есть борщ и водка. Я знаю, это очень стереотипные русские блюда, но в любом случае были очень
вкусно. Вкусно, да. Да, они были очень добрые ко мне. Но она не говорила по-английски, и мой русский еще немного плохо, так было очень трудно. В любом случае мы говорили так, и все хорошо. И все было хорошо, да. Ну, мой единственный неудобный путь был, когда мне надо было ждать 3 часа, чтобы получить регистрацию. Но кроме того, было не так много помещиков, как, например, в Праге. Но я очень любил моя поездка в Санкт-Петербурге. Было очень классно. Честно говоря, я очень люблю Санкт-Петербург. И я тоже знаю, что мне было очень повезло, потому что была очень хорошая погода. Но я не знаю почему, но я ожидал, что центр Питера был немного больше. Но я думаю, что жители в Санкт-Петербурге они очень добрые. Я думаю, что это очень красивый город. Если честно, я любил мой опыт в Санкт-Петербурге. И я очень хочу вернуться туда этим летом. И это все. В следующем видео я расскажу вам о моем опыте в Москве. И да, друзья, до свидания.